Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в Gura Decor и делаем обзор декоративных штукатурок Gura Decor Light сегодня. Один из способов нанесения, мне кажется, он интересный. Давайте мы его рассмотрим. И просят ведра показывать в кадре. Кто-то просит показывать, и кто-то говорит, что мы продаем. Давайте как-то между. То есть показывать, не показывать, показывать или не показывать. Вот, кварц-грунт Gura Decor Light. Он есть у нас в отделе. Его можно заказать по ссылкам в описании. Он есть у нас на Озоне. То есть кому как удобно, можете приобретать. Это что-то между краской и грунтовкой. Такой достаточно густой. Посмотрите. И он с кварцевым песочком. Вот так. Вот такой густой. Вот он. И в нем кварцевые частицы. Их видно. Видно, да, что такой песчинистый немножко материал. И для чего он нам нужен? Во-первых, для выравнивания цвета стены. Посмотрите. Представьте, что это у вас оштукатуренная стена. Вот такая вот. Всякая с дефектами, там с пятнами. И кварцгрунт, он выровняет цвет. И создаст дополнительную шероховатость для лучшего сцепления штукатурки, чтобы легче было наносить. Наносим его с помощью валика, раскатываем по стене. Расход у кварцгрунта примерно 200-250 грамм на квадратный метр. Он рекомендован. Если вы покрываете на стенах, валик, естественно, можно большего размера, например, 180-200 миллиметров шириной, 250 может быть даже, это ширина валика. А ворс все-таки рекомендован, я думаю, 6-8 миллиметров, 11 на худой конец. Не крупный ворс, не надо крупный ворс, он большой расход даст вам. То есть кварцевого грунта уйдет больше. Оставляем сохнуть часа 4-5, а если большой объем, то можно и до завтра. Пусть это сохнет, и продолжим, не переключайтесь. Высох наш кварц-грунт. Наносить мы будем штукатурку декоративную. Штука фиброза, Gura Decor линейка Элетта. Штукатурка с волокнами. По-моему, один раз она у нас уже была на канале. Вот такая штукатурка с волокнами. Очень густенькая такая, и она очень эластичная. Она очень эластичная. Бывает штукатурка там густая, жидкая, я не знаю какая, и жесткая. Вот наносить прямо невозможно. А эта она мягкая, хорошая, удобная. Мы будем ее наносить колерованную. Давайте заколируем. Колируем мы в аппарате. Это профессиональное колировочное оборудование, больше 10 тысяч цветов, но сегодня мы заколируем колером вот таким. То есть это то, что человек может сделать сам. Просто колер туда добавим, допустим, бежевый. Какой может быть колер? Серый, красный, какой хотите. Посмотрим сейчас, достаточно ли мы налили, и перемешаем его. Неудобно шпателем? Можно перемешивать вот такой вот волшебной палочкой. Она подлиннее. Это мастихин. Я бы еще добавила чтобы было поярче, чтобы было виднее. Из этого ведерка я положила себе 2,5 килограмма. Я думаю, что этого будет достаточно на наш образец.
Хорошо, если рядом у вас будет водичка, чтобы можно было периодически протирать кельму, чтобы кельма была чистая. И наносим штукатурку однородным слоем. Начиная с верхнего угла. Примерно расчет идет кило 300-1,5 килограмма на квадратный метр. Если вы заказываете штукатурку колированную у нас, мы вам ее колируем и перемешиваем в аппарате. Тоже машинка мешает, миксер автоматический. И максимально перемешано. То есть руками это делать не нужно будет уже. Ну, если будете самостоятельно колеровать, то немножко усилий придется приложить. Так, я думаю, что нужно сделать так. Будем использовать валик. Этих валиков у нас в продаже нет. Вот он у нас есть один, мы вам его покажем. А дальше штукатуркой мы вас укомплектуем, а вот валика такого нет. Его придется поискать. Ну, либо какие-то свои, может, подручные использовать. Его нужно немножко смочить, чтобы штукатурка не прилипала. И хаотично вот такие вот сделать, даже разнонаправленные пусть будут. Сформировали рисунок и наносим дальше. Следующий участок. Вот здесь я бы сделала так. Немножко холмистость вот такую приподнять. Вот. То есть рисуночек добавить. Вот такие холмики. Дальше они у нас будут видны в последующем нанесении. Верх еще у нас остался. Я думаю, что оставим. Дальше наносим. И добавим еще вот такие вот. Мы немножко смазываем рисунок от валика. Как красиво не перемешала я, да? Руками тяжело перемешивать, особенно когда лень. И последний, наверное, вот здесь, да, шлепнем. А может и там что-нибудь добавим, посмотрим. Ну, вот так. Вот так.
И мне кажется, сюда еще чуть-чуть добавим. Как-то здесь маловато. Вот так. Так, я думаю, что хватит. Я думаю, что хватит. Теперь мы этому дадим подсохнуть часа 3-4 и вернемся, не переключайтесь. После полного высыхания декоративной штукатурки, осохла она у нас достаточно долго, штукатурка с волокнами, слой, хотя и не сказать, что какой-то толстый слой, достаточно тонкий, но высыхание было длительным, возможно, из-за погодных условий. У нас, посмотрите поближе, острые части, вот такие. Их мы счистим. Вы можете шкурить, конечно, ошкуривать, или как это правильно говорится, неважно. Но тогда будет пыль. Я предлагаю вот так вот торцом кельмы срезать излишки, острые края. Вот таким образом. По всей плоскости стены. Даже там, где кажется, не нужно этого делать, лучше все-таки проходиться кельмой. Более приятное становится на ощупь, совершенно не царапает руку, как это может показаться изначально. Пыль не летит в воздух, остатки падают на пол. Почистили. И теперь мы покроем это патиной. У нас есть патина опака, патина, линейка Гора-Декор Элетта. Мы все еще находимся на стадии разработки этикеток. У нас уже 2 раза менялся дизайн этикеток. Мы никак не можем прийти пока к единому. Поэтому, если вы заказываете штукатурки на Озоне, и у вас этикеточка такая стоит, а приходит как будто бы другая, вы не пугайтесь, это тот же самый товар, то же самое название, просто мы все еще находимся в поиске той самой этикетки, которая будет нравиться нам всем. Вот так. Влажная губка, колерованная патина. Цвет мы сильно не меняли, то есть мы не стали делать его каким-то супер ярким, он просто немножечко другого оттенка. И покрываем круговыми движениями. Получается, что нам не обязательно даже покрывать полностью поверхность. У нас где-то может быть не прокрас. Это допустимо. То есть где-то прокрашено, где-то не прокрашено. Расход у патины будет примерно 100 грамм на квадратный метр. Когда мы начинаем покрывать другой цвет, хоть и не броско получается, не ярко, но все-таки фактура выявляется больше. То есть пока штукатурка была однородная в массе, колерованная, было не видно, как будто бы, ну, какой-то тут рисунок валиком. А когда мы начинаем покрывать патиной, у нас появляется дополнительно фактура.
Оставим немножко подсохнуть и вернемся, чтобы завершить уже вот это вот наше творение. Высохла патина. Что-то не то. Вот, между прочим, когда на объектах работают девчонки, ну, понятно, что есть такие вот постоянные способы нанесения. Это там карта мира, шелк, пески, гротта. А когда что-то другое, то, к чему они не привыкли, они вот так вдвоем стоят, втроем так. Может, так сделаем? Нет, так не пойдет. Может быть, вот так? Да, давай так попробуем. Начинают делать, не, фигня какая-то получается. Давай вот так. Так и происходит вживую. Люди, кто с этим не сталкивается, может быть, они думают, что все такие сразу же все знают. Нет, очень много образцов, девчонки, мастера, ну и мальчишки, наверное, тоже так делают. Они в процессе додумывают, как это сделать. И вот, вот что-то не то. Давайте попробуем. В общем, возьмем глазурь бронзу с помощью кисти. И попробуем вот так вот ее прям туда натушевать в узорчики, во впадинки от валика. Тоже где покроет, где не покроет, не так важно. Нам нужен общий фон. Для меня, например, декоративная штукатурка – это общий фон. Это не детали вот так вот вглядываться туда. Есть там вот или нету, так не надо делать. Надо смотреть общий фон. И мы вот так вот кистью попробуем. Потом возьмем лазурь серебро. Приготовила я губку, лазурь серебро. И прямо тут же растушуем, чтобы бронза осталась внутри. Чтобы остался только фон. Вот так. Дальше, прямо сразу же, не отходя от кассы, все рисуночки наши, все отпечатки мы сейчас попробуем покрыть. И посмотрим, красиво будет или некрасиво. А вы уже сделаете вывод, хотите вы так делать или не хотите. Мы вам показываем, даем вам идею. Если нужно, мы вам и материалы предоставим, рассчитаем. Материалы разные у нас, и подороже, и подешевле. А вы уже делаете вывод, нравится, не нравится. Один способ нравится одному, другой другому. Но вкус и цвет, товарищи, нет в данном случае в декоративной штукатурке, это касается полноценно. Так. Берем снова серебром лазурь и растушевываем. Поверхность у нас получается перламутровая, но перламутр такой легкий, то есть он не навязчивый. Дальше поехали. Это, кстати, можно губкой тоже делать. То есть губочкой туда прям можно промокнуть. Если не хочется кистью на стенах долго-долго барабаться. Но я уже начала, кистью уже продолжу. Так, чтобы не засохло, чтобы не высохло, надо не дожидаться. Намазали немножечко, нанесли и растушевываем. Не даем бронзе высохнуть, она очень яркая. И как бы, если ее вот не растушевать, она слишком будет смотреться вызывающе, что ли. Ну, то есть бронза есть бронза, такая она яркая. Да мне кажется, потянет. Что-то я смотрю, так вроде даже ничего. Как будто бы. Ну, сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Наверное. Так,
Надо попросить, чтобы какой-то мольберт сделали кто-нибудь. Есть там плотники? Нет? Вы вообще видите, что я вот так вот стою? Что мне росту-то не дали? И как бы сделайте нам такой, чтобы прям везде вот раз так покрутил и туда-сюда. А мы вас порекламируем. Расскажем, где у нас хорошие плотники есть, что можно заказать. Чтобы он весь такой был регулируемый. Потому что он у нас сделан же не под меня, я же не одна здесь работаю. И вот, например, я все время, вот если видите, вот так вот на цыпочках, чуть ли не на табуретке. Плотники есть на канале у нас, подписчиков. Закажем мольберт. Либо в качестве рекламы не оплатим, либо просто, блин, оплатим. Ну, напишите, кто, если есть. Но он должен быть не художественный, а для декоративки жесткий. Ну, я говорю, он должен быть какой-то такой, чтобы продумано, чтобы человек... Вот как бы просто купить мольберт, черти что, мы можем вот хоть где. Нам надо прям под заказ, чтобы человек думал, и чтобы я не вставала на табуретку, когда я что-то здесь наношу. Времени-то нету, может, мы и сами бы соорудили. Ну что, в принципе, это нормально ведь? Я думаю, что нормально. Ну, как-то так. Кому понравилось, ставим лайк. Пишем в комментариях, что вам понравилось. Кому не понравилось, тоже пишем, нам не понравилось, потому что, например. А мне я бы сделала вот так. Активность, если активность есть на канале, это всегда хорошо. В общем-то, всем спасибо, что досмотрели до конца, и всем пока.